Всем привет, меня зовут Лара и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео о моих впечатлениях от выставки KBA, от концерта Infinite и NCT. Потому что когда я снимала это видео сразу после концерта, когда я шла обратно, в общем, я очень плохо снимаю влоги, поэтому камера тряслась, звук был не очень, свет был не очень, в общем, мне все не понравилось, и поэтому я решила переснять. Собственно, выставка началась у нас как раз с того момента, когда мы встали в очередь. Мы приехали до специального открытия покупки билетов, да, раздачи, по сути, их по онлайн-билетам. И, в общем, мы стояли часа 2, может быть, даже чуть побольше. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, Кате плетут колосок в очереди. Куда идем мы с Берточком? Большой секрет! И не расскажем мы о нем, нет и нет. Это девочка Варя, познакомьтесь. И да, мы получили наши билеты, были нереально счастливы. Я даже сняла очередь, как мы показываем наши билетики, потому что, блин, это были выстраданные билеты. Я их получила, свой лично. Первые 10 минут в начало вот этой онлайн-регистрации, этой лотереи, господи, я помню, как я судорожно обновляла страницу после того, как у меня не получилось получить билеты на GOT7. Поэтому, да, я там старалась как могла, слава богу, получилось. Да, это Катя, это девочка, которая просто моя любовь. Она подарила мне билет на GOT7, чтобы вы понимали. Она его выиграла. Ну, не выиграла. Выиграла, с ним выиграла. Я заплатила за кредит. Вот, да, и поэтому она мне его подарила. Да, это баннер, у нас есть баннер, нам выдали. Это NCT Infinite, и просто... Дай. Я похвастаюсь. О, боже. На самой выставке, когда мы уже получили билеты, когда мы вошли на выставку, было очень много магазинов с одеждой, с косметикой. На самом деле, в основном были эти. Был один кей-поп-магазин, где можно было взять альбомы, где бесплатно раздавали постеры, какие-то плакаты. Бантан, EXO, Бантан, EXO, GOT7, SHINee я видела и какие-то еще. Но на самом деле я просто не встала, потому что очередь была огроменная. И я подумала, нет, все-таки у меня уже есть какие-то постеры, какие-то плакаты. У меня есть Чанёль просто метровый. Куда мне еще? Правда же. Поэтому из этих соображений не встала в очередь. Мы пошли за другой халявой. Мы пошли за косметикой, одежды не было, в основном косметика была. Нужно было проходить какие-то маленькие опросики, где-то зарегистрироваться заранее, прийти на выставку и, собственно, получить свое счастье. Да, самое главное счастье мое, это были 3 масочки от Skinfood. И, собственно, в основном они. Еще какие-то скрабы, еще что-то было. В общем, было очень круто на самом деле. И если ты хотел, ты получил много халявы. Кроме того, можно было сфоткаться с, скажем так, с картонными Infinite, NCT и Хадживон. Они же амбассадоры и гости выставки. Было прикольно в тот момент, когда вы входите, после того, как вы получили билеты, и там за закоулочком таким, на самом деле, они стояли в первую очередь, в самое начало тогда. И мы не понимали, почему люди так заходят, и такое всегласное «О!». И когда мы заходим, мы видим вот этих картонных почти в полный рост, и мы тоже вместе с ними «О!». Да, было немножко смешно. Потом, вообще, на самом деле, картонные NCT и Infinite были везде. С ними можно было фоткаться, но они были переносные. И сама фишка была в том, что иногда ребятки из стафа переносили их в другое место. Я не знаю, зачем они это делали, но они это делали. И вот вместе со стафом, 2 мальчика стафа несли этих NCT или Infinite. И за ними гуськом такая вереница девочек идет. Это было немножко забавно, просто все хотели сфоткаться, правда? Потому что, мы пришли, хотя нет, хотя бы с картонными сфоткаемся.
я пошла дальше. Раз я не взяла постер, я решила, окей, я сфоткаюсь с таким электронным, да, виртуальным Джексоном. На самом деле там можно было сфоткаться с любым мембером GOT7, с любым мембером 2PM, но так как очередь была очень большая, и я стояла в очереди 40 минут, но я все-таки сфоткалась. Я даже попросила девочек снять сие процесс, потому что это было очень угарно, как я пыталась подстроиться. Там нужно было, он как будто щечку вас целует, и нужно было так правильно поставить свою щеку, чтобы, ну, в общем, вы попали в нужное место. Точнее, он в нужное место попал. Let it come, ooh, let it come, ooh, yeah. Start a brand new chapter from the day it done, yeah. We can make it out of what's some more go done. Let it come, ooh, let it come, ooh, yeah. Start a brand new chapter from the day it done, yeah. We can make it out of what's some more go done. И мы еще познакомились, на самом деле, с многими корейцами, потому что не все продавцы говорили по-русски и даже по-английски, то есть Google в помощь, но я решила блеснуть своим корейским, зря я это сделала. Мы подошли к женщине, которая говорила по-русски, и она делала что-то вроде маникюра, такого лака, инновации из Кореи, и она мне показывает и говорит, красиво на русском, и я ей говорю, не, еппою, это была моя ошибка. А она тут говорит, ты учишь корейский? Это первая фраза, которую я поняла по-корейски. А потом была просто тирада всего. И я так ее слушаю, она понимает, что я ничего не понимаю, ну или очень мало понимаю. Она так говорит, интересно хотя бы изучать корейский? Вот эту фразу я знала. Я говорю, да, интересно, но очень сложно. И тут она говорит, ну русский тоже сложно. Это она уже сказала на русском. И слава богу, дальше она говорила на русском. Она оказалась учительницей в университете Йонсей, и она была реально в шоке, что мы знаем, что такое университет Йонсей. Ну, как бы он из Sky. И я думаю, что большая часть, наверное, людей, которые увлекаются Кореей, знают, что такое университет Sky, университеты Sky. Поэтому было немножко удивительно, что она думала, что мы не знаем о Sky. На самом деле было много рекламы, в том числе как раз-таки с айдолами. И была реклама Суджу. Блин, такую хрень можно рекламировать только в Азии и, наверное, только в Корее. В общем, это была штучка такая, на подбородок присобачиваете. И, в общем, она типа делает ваш подбородок V-образным. Но, как бы, им же даже на рекламе присобачили эти черные хреновины на подбородок. Нет, я серьезно, я найду эту рекламу в интернете, потому что, на самом деле, я пыталась сделать фотки, но на меня так все пялились, что мне было немножко стрёмно, и я решила, ладно, хрен с ним, найду в интернете. И на этом, наверное, все. Я закончу свое первое видео, да, впечатлений конкретно о выставке, потому что о концерте их еще больше, и я просто боюсь растянуть видео, и просто кому-то, может, неинтересно будет послушать про концерт, кому-то неинтересно про выставку, и чтобы люди так распределили свое внимание, в общем, да. И на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много интересного. Всем пока!